Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие данные вышли по SOTOS FTSE, к чему они приведут и какие данные по позициям Forza МВБ. Давайте начнем с SOTOS FTSE. Для начала число активных буровых установок от Baker Hughes. Оно продолжает расти, но это связано с тем, что цены на нефть, они достаточно комфортны, текущий диапазон для американских нефтяников. Сейчас рост немножко сбавился, хотя цены на нефть начали расти достаточно активно. Я думаю, что это значение остановится на 300, может быть даже 270-290, потому как рост количества установок свыше 300, оно связано с надуванием пузыря на рынке нефти. Сейчас, я так думаю, никто этого пузыря надувать не будет, не до этого. Так, далее то, что касается позиции SOTOS FTSE по британскому паунду. Здесь идет снижение шортов, то есть делают ставку на то, что скорее всего британский фунт будет расти к доллару. Далее по меди. По меди идет устойчивый рост лонгов. О чем это говорит? Это говорит о том, что верят в восстановление мировой экономики. Китай показывает хорошую макроэкономическую статистику, Германия тоже. Там все вроде более или менее ровно, несмотря на вторую волну. И идет масса дебатов, дискуссий по поводу того, как будет переформатирование экономики в зеленую происходить. Соответственно, зеленая экономика — это потребление электроэнергии и производство. И здесь спрос на медь, он будет расти все больше и больше. Так, далее SOTOS FTSE по нефти. Здесь боковик немножко снизились лонги, но судя по тем значениям, которые достигли, наверное, по крайней мере, первая половина недели будет боковик. Там посмотрим, в какую сторону ветер подует. Не покидает меня такое чувство, что на рынке есть избыток нефти. И текущий рост, по сути, это эмоциональный фон, который связан с позитивными ожиданиями из-за вакцин. И лонги по нефти немножко порезали, но это не столь критично. Но, по-видимому, полтинник по бренту взят в ближайшее время не будет. Посмотрим. Так, далее SOTOS FTSE по золоту. Здесь рост лонговых позиций, то есть игроки ожидают, что золото будет расти. И, наверное, на новой неделе мы увидим движение 1882 и далее вверх. Так, далее позиции спекулянтов по NASDAQ. Здесь шорт как был, так и остался практически без изменений. Обращаю внимание, что я рассматриваю именно спекулятивные позиции, то есть те позиции, которые относятся к игрокам, ведущим спекулятивную игру. Там есть несколько наборов позиций, я рассматриваю только те, которые с моей точки зрения наиболее эффективны в моем случае. Я не знаю, кто-то может быть рассматривает несколько рядов, но я для себя пришел к выводу, что достаточно рассматривать вот этот один показатель. Так, далее SOTOS FTSE по природному газу. Здесь ожидают, что будет рост, нарастили лонги. А вот по S&P увеличили шорты, то есть ожидают, что все-таки будет либо тестирование нижней границы боковика, или даже какая-то небольшая корректировочка. По серебру рост лонгов, но здесь ситуация схожа с золотом. Я думаю, и золото, и серебро на новой неделе будут брать реванш. По крайней мере, в первой половине недели, а там посмотрим, как будут развиваться события. Так, по японской иене тоже идет рост лонгов. По рублю сократили шорты. Как сократили? Смотрите, здесь значение, оно практически возле нуля. И то по модулю количество позиций у какого-то новозеландского доллара значительно больше, чем у рубля. То есть, если мы сейчас опять же вернемся к графику, посмотрим график, было минус 3,9, то есть шортовые позиции стало минус 3,2. Немножко шорты срезали. То есть, условно говоря, можно предположить, что ждут либо то, что рубль зафиксируется на достигнутых значениях, либо будет укрепляться дальше. Но обратите внимание, вот сейчас по амплитуде это движение, оно вообще копеечное, оно возле нуля. Говорить о том, что там сделали какую-то ставку и оно все там куда-то полетит, можно было, когда либо вот такие движения происходили на рост, либо как минимум происходила смена знака, то есть были шорты, стали лонги. Да, в такие моменты можно говорить о том, что будет какие-то кардинальные изменения. Но сейчас, получается, высадили, пока к рублю относятся с опаской. И, по-видимому, просто какие-то позиции, они захеджированы.
тем, что открыто какое-то количество шортов. И вот обращаю ваше внимание, что когда наступают периоды и в рубль начинают очень мощно верить, по модулю количество позиций измеряется там 30-40 тысяч. Когда теряют интерес, то количество шортов, оно, как правило, небольшое, в пределах от 0 до минус 5000. Говорить о том, что уверовали в рубль, можно будет в том случае, если здесь будет пробит 0 и начнется движение в положительной зоне. То есть это будет говорить о том, что из шортовой зоны перешли в лонговую и будут делать ставку на то, что рублевые активы будут пользоваться спросом. Пока такой ситуации мы не видим. Мы видим, что пока немного затаились и ждут стабилизации политической ситуации. Ну или, по крайней мере, того момента, когда жадность, она превысит страх. Если таковое, конечно, наступит. Так, ну и далее евро-доллар. Здесь небольшой прирост лонговых позиций. Ранее, когда рассматривали эту величину, обращал ваше внимание, что здесь, несмотря на то, что шло снижение лонгов, то есть как бы в евро вроде как переставали верить. Но вот это движение, оно по идее должно завершиться тем, что будет еще одна вершина или даже две вершины. То есть движение в район 200. Это связано с рядом макроэкономических показателей, в частности с соотношением инфляции в Соединенных Штатах и в еврозоне, но и также с анализом предыдущих данных по поводу тех движений капиталов, которые происходили ранее в Европе и Соединенных Штатах, и какие изменения в курсе евро и доллара происходили в связи с этим. Так, друзья, обращаю внимание, что вот эти позиции, которые выдаются, они по сути на вечер вторника, но информацию по ним сообщают в пятницу вечером, как правило, если нет никаких праздников, заминок и так далее. Вот. Несмотря на то, что эта информация она идет с задержкой на 2-3 дня, все равно эти данные достаточно хорошо коррелируют с движением актива в начале и середине следующей недели. Поэтому, исходя из тех данных, которые мы сейчас с вами обсудили, можно предположить, что на предстоящей неделе ожидается, что по меди будет рост, по нефти ожидают боковик, по золоту и серебру ожидают рост, по NASDAQ боковик, по природному газу рост и по S&P ожидают хотя бы небольшой коррекционный откат. Ну и соответственно по евро и рублю ожидают, что движение продолжится и рубль и евро будет укрепляться к доллару. До каких уровней значений предположительно будут эти движения, отдельно обсудим. Ну а сейчас давайте посмотрим, что там с позициями во фьючерсах на форсе ММВБ. Итак, по фьючерсу на РТС юридические лица ожидают, что в понедельник, ну по крайней мере в первой половине дня, будет рост. Акции Сбербанка фьючерс. Здесь сделана ставка на то, что будет коррекционный откат. Акции Газпром. Здесь тоже ставка на то, что акции Газпрома просядут. Причем ставка здесь достаточно сильная. Норникель. Здесь тоже ожидают коррекционного отката. Обращаю внимание, что вот это движение, которое возможно ожидают юридические лица, но здесь корреляция порядка 70-75%, что вот та позиция, которую они формируют, она приводит к движению на утро или в обед следующего дня. Это не значит, что прямо тренд пойдет, допустим, на снижение, но как минимум весьма вероятно будет какой-то задерг вниз в данном случае, поскольку количественно снизили ощутимо лонги и нарастили шорты, юридические лица. Здесь есть ряд моментов, которые оказывают влияние на то, как это сработает, ставка или нет. Они достаточно сложные, и там просто математически, статистически я их выводил между разными активами. У меня есть специальный XLS-файлик, куда я все это дело, если я на глаз не могу точно определить, вбиваю, и он у меня проводит расчет, как и что в такой ситуации будет. Так, далее рубль-доллар, сишечка. Но здесь, в общем-то, боковик, и лонги, и шорты порезали в таком количестве, что скорее всего будет решаться в течение дня, куда подует ветер, а возможно весь день пройдет в боковике. Евро-доллар, но здесь ставка на коррекционный откат, причем достаточно уверенная. То есть ждут, что евро будет к доллару падать, ну или по крайней мере будет какой-то задерг вниз. Евро-рубль.
Здесь ставка, конечно, на укрепление рубля, но какая-то она очень-очень невыразительная. Британский фунт, но здесь как-то очень мощно сделали ставку на то, что в понедельник британский фунт будет проседать к доллару. Так, далее нефть, но здесь по изменению позиции нельзя сказать, в каком направлении оформится движение или что ожидают. Судя по всему, здесь есть признаки того, что будет боковик в понедельник по нефти, но есть еще и другие признаки. Возможно, в ближайшее время на арену выйдет волшебный физик. Возможно, но не факт. Далее серебро. Но здесь вообще без вариантов ставка на то, что ждут, что серебро в понедельник уже сходит на 25. Далее золото. По золоту тоже достаточно позитивные ожидания. И, наверное, с утра мы увидим все-таки задерг на 1854. Может быть, даже и повыше. Так, ну и природный газ. По природному газу здесь, увы, наращивают шорты и ждут его просадки. Так, друзья, ну в общем-то это все активы, все, что я хотел обсудить. Если у вас какие-то вопросы, пишите под видео на YouTube, будем обсуждать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube и на мой Telegram канал. Спасибо за внимание, хороших выходных, всего наилучшего.